Здравствуйте, уважаемые любители зимней рыбалки со льда. Технологический центр «Волжанка» представляет вашему вниманию новинки этого сезона ледобура Nera Sport T 110 и 130 диаметра. Данные модели созданы на базе ледобура Nera Sport 130T, специально подготовленного для чемпионата мира 2018 года, проходившего в Казахстане. Поскольку в месте проведения чемпионата прогнозировалась толщина льда более метра, то возникла необходимость в быстром и надежном инструменте, позволяющем пробурить толстый лед. Поскольку классический ледобур Nera Sport обеспечивал глубину бурения лунок не более 110 см, а этого было недостаточно, нами был создан спортивный ледобур Nera Sport 130T, который успешно прошел испытания в России, в Казахстане и в некоторых европейских странах. По результатам теста ледобура 11 национальных команд из 13 участвующих в чемпионате мира выбрали именно наш бур Nera Sport 130T. Возникает вопрос, почему спортсмены выбрали именно наш бур? Учитывая состояние льда и личные предпочтения спортсменов, мы изготовили инструмент в двух вариантах – левого и правого вращения. Бур левого вращения окрашен в синий цвет, бур правого вращения в цвет баклажан. Для лучшей транспортировки шуги мы увеличили длину шнека до 80 см. Телескопическая конструкция позволила бурить лед порядка 1,5 метра. Большинство спортсменов были крайне удивлены, с какой легкостью можно бурить толстый промороженный лед. Великолепные отзывы наш инструмент получил от всех команд-участниц, в том числе из стран, считающихся традиционно лидерами в ледобуростроении – Финляндии и Швеции. А сейчас мы с моим коллегой Геннадием Гатиловым и Николаем Лукаяновым, тоже моим коллегой, обсудим то, что у нас лежит сегодня на столе. А именно ледобур Nera Sport 130T и 110T. В чем фишка этих ледобуров, в чем их достоинство и вообще что это такое? Собственно говоря, родитель этого ледобура появился на 14-м чемпионате мира. Это был Nera Sport, с которым Дима Елисеев, из нашей команды Nera Sport, стал чемпионом мира. В личном зачете. В личном зачете, да. Именно тогда, это была, будем сказать, даже первая опытная модель, мы немножко рисковали, когда выпускали этот бур 130 на лед вместе с Димой Елисеевым, но он показал себя великолепно. То есть он настолько легко бурил лед на этом чемпионате, что эта линейка вошла именно Nera Sport в наш каталог. Но и на базе этого бура, да, плюс телескопической модели Nera, телескопической классической, был создан Nera Sport T, который впервые, опять-таки, да, почти как опытная модель, выступил уже на 15-м чемпионате мира, где дядя Коля рассказывает, и был участником и тренером, да. И тренером, где он что? И там этот бур фурор показал великолепные результаты, действительно произвел фурор. 11 стран-участниц из 13 бурили нашими бурами. Кто-то левого вращения инструмент выбрал, кто-то правого. Все были в восторге, все по достоинству оценили, с какой легкостью можно было бурить толстый промороженный лед в Казахстане. В таких условиях. Да. Дядя Коля, я хочу сказать, что я попробовал, конечно, Nera Sport я не пробовал, да, еще, не сезон как-то у меня получился. Просто вот эта легкость бурения присуща всем ледобурам Nera. Я давно от импортных избавился и работаю только этими ледобурами. Уж поверьте, 40 лет, зим, мне есть с чем сравнивать. Итак, в чем их особенности? Дядя Коля, расскажи, пожалуйста, нам. Ну, мы уже, в общем-то, сказали, что особенность этих ледобуров в том, что они позволяют бурить до воды. Я подчеркиваю это главный показатель бура – добуриться до воды. Он позволяет добуриться до воды в толстом льду толщиной где-то порядка 1,5 метра, может быть, чуть даже больше. Чуть больше, там я посмотрел. Причем с относительной легкостью. Конечно, 1,5 метра бурить это непросто, да? Но все оценили легкость бурения. И я хочу еще добавить, был великолепный ролик, крепкий американский парень,
с одного прохода, я посчитал, 48 оборотов, 1,20 м. Ребят, вы себе представляете, какая эффективность этой машины? Я просто За не один знаю проход, даже, с чем за один проход. Нет, чуть-чуть он там тормознул в конце, но там уже было понятно, там стоп слева. На колени вставал. Он на колени встал, а там строевой стоп вот этого снега, это все провернуть надо. И машина транспортировала прекрасно этот лед. То есть шнек, вот углы шнека, все было приспособлено именно для этих самых суровых испытаний. Я считаю, это были генеральные испытания. Чемпионат мира это был генеральными испытаниями этого бура. Это мое мнение, и его меня не отнимет никто. Были приятно, так скажем, удивлены представители Международной федерации рыболовного спорта в пресной воде, увидев работу наших буров, работу нашей сервисной бригады, которая обеспечивала своевременную замену ножей, какие-то небольшие нюансы были, были там, да. с бурами, там ручку поменять, там еще что-то. Так что этот бур был признан, лучшим, да, лучшим из всего, чем мы пользовались. И вот работу сервисной бригады вместе с бурами А этого, кстати, ни у кого не было, да, никогда, ни на одном чемпионате не было. признали чтобы была сервисная бригада. образцом для подражания на следующих чемпионатах. Ну, а сегодня наша компания, да, технологический центр «Волжанка», приняла решение ледобуры пустить в серийное производство, чтобы каждый, кто их приобретет и будет ими пользоваться, получил те ощущения, которые были у участников чемпионата. С таким буром, ребят, не страшно никакой лед. Помимо 130-го мы еще запускаем 110-й. И двух направлений И вращения. двух направлений вращения. Как мы уже сказали, общепризнанный баклажан Да. это правое вращение. И синенький это левое вращение. левого вращения. И обратите внимание, когда будете выбирать, да, ножи для правого бура вот такого цвета упаковочки, а для синенького в черной упаковочке. И в маркировочке стоят буковки CR латинские, которые указывают, что это бур правого вращения. Это вот чтобы вам не ошибиться. Та же самая маркировка и на ножах. И еще один маленький нюанс по ножам, да. В этом сезоне существенно расширили модельный ряд ножей. У нас добавились ножи из нержавейки, плюс ступенчатые ножи правого вращения, то есть на любой вкус и на любой цвет. Дядя Коль, я еще забыл вот что сказать. У нас вот этот бур, ну, наверное, 110-й маловат, а 130-й, если поставить на него штангу, который у нас уже будет, и подсоединить адаптер и поставить. Я не знаю, с какой скоростью вы пробурите этот лед. Любой. В общем, этот бур можно использовать для работы с шуруповертом. У нас есть специальный переходник, который очень просто Меняется, да, монтируется меняется. сюда, и можно, в общем-то, использовать шуруповерт для бурения лунок. Так что вот так. Бур великолепный, великолепный. Это, можно сказать, одна из лучших наших моделей, да. Он выстрадан, именно делался под условия конкретные. А как показала практика, таких условий у нас в стране и за рубежом предостаточно. И потребность в этом буре огромная. Так что вперед.